Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! У нас сегодня снова спецвыпуск, и он посвящен важным делам в период с 7 по 11 декабря 2022 года. Итак, приступим. В первую очередь рассмотрим агрогороскоп, и в этом агрогороскопе рассмотрим 3 дня. Несмотря на то, что у нас будет в пятницу, 9 декабря, переход Луны из Близнецов в Рак. Именно работы, связанные с посевом, с рассадой, не проводятся в период полнолуния. У нас полнолуние 8 декабря. И сожженный путь полнолуния, вы его видите, у нас будет продолжаться до 10 до утра. Так вот, 3 дня, 7, 8, 9, никаких посевов, никакой работы с рассадой. Для всех цветов комнатных или те, кто выращивают в теплых странах, в теплице, важна защита от вредителей и от болезней. Ну а уже 9 только после 10 часов еще добавляются поливы. Поливы в период 7-8 не проводим. Это знак стихии воздуха. Подкормки тоже, естественно, не проводим. Да, и полнолуние – это перелив энергии. Здесь нельзя давать различные, даже органику нельзя давать. В саду важно проводить укрытие теплолюбивых растений там, где есть необходимость, и притенение еловых растений. Обязательно это делайте. Для зеленых операций это самое опасное время. Зато можно собирать урожай. Вот именно вот эти 2 дня. Собираем урожай, делаем различные заготовочки. Капусту не квасим, будет сухая, горькая. А вот настойки супер в полнолуние, и собираем лекарственные травы там, где тепло, где есть эти лекарственные травы в доступном месте, в доступной стране. Рыбалка в полнолуние не успешна и неэффективна. Для комнатных овощей очень актуальна защита от вредителей, от болезней. Сужу по вашим комментариям и вопросам. Ну вот еще раз 9, что здесь? Здесь только у нас очень важно понять, что поливы можно уже начинать проводить после 10 часов. И зеленые операции продолжаем не проводить. Что еще здесь добавляется не? А не у нас добавляется сбор урожая, это уже знак стихии воды. Заготовки нельзя делать, квашение капусты нет, настойки, сбор лекарственных трав тоже нет, рыбалка нет. И овощи комнатные, поливы после 10 часов. Ну и вот чуть-чуть уже у нас становится проще. Суббота и воскресенье, 2 выходных, и уже можно хоть что-то делать. Что можно делать в знаке Рак? И здесь у нас переход в знак Лев поздно вечером, да, и здесь Луна без курса тоже уже поздно вечером, в дневное время. А также, смотрите, 10-11, что можно делать с посевами? С посевами можно делать лук и чеснок на зелень, микрозелень тоже можно выставлять. Ну и проращивание семян для получения вот этой микрозелени. Вот это очень хорошее время в Раке. С рассадой работаем в Раке. Поливы, вот комнатные цветы, цветы, которые у кого-то в теплых странах на улице, очень хорошо поливать. Но еще не подкармливаем ни в коем случае. Зато там, где уже написали мне эустома перерастает, пикировка нужна, вот проводите пикировку 10-11, перевалку у кого уже большие, пересадку рассады, вот это все, и посадку там, где в теплых странах уже высаживают, вот тоже можно это делать. Причем посадку можете проводить любых рассадных растений. И в любых местах, там, где созданы благоприятные условия. Поливы прекрасно в это время, а вот подкормка еще рано. Для сада, там, где есть возможность, необходимость, поливайте растения. Больше другие работы не проводим. Зеленые операции нельзя проводить, занесете инфекцию, и близко еще полнолуние. Сбор урожая нельзя это проводить для того, чтобы заготовки делать. Для того, чтобы покушать, это сразу же можно, это в любое время. Квасить капусту нельзя, настойки не делаем, не собираем лекарственные травы в знаке стихии воды. Рыбалка тоже в период, вот сложный период стрессовый перехода, вот и сожженный путь уже заканчивается.
Ну и здесь у нас тоже очень сложные энергии еще. Мы чуть-чуть позже об этом поговорим. Поэтому рыбалка будет неуспешной. Зато для комнатных овощей очень хороший период для поливов. И еще меня спрашивали, когда уже можно рассаду высаживать для комнатных овощей. Вот посадка, пересадка, перевалка тоже подходит этот период. 10 после 7 часов утра и 11 желательно до 19 часов завершить эту работу. Луна для дома, для здоровья с 7 по 11 декабря 2022 года. Энергии вот этого периода с 7 по 11 декабря 2022 года – это сложное энергетическое время полнолуния. Это период стресса, переход от накопления сил к их реализации и от расширения к сжатию организма Земли, человека, растений. Кроме этого, добавляют в огонь масло энергии, оппозиции. Такие оппозиции в этот период будут: Солнце-Марс, далее оппозиция Марс-Нептун и оппозиция Венеры-Марс в Тау-квадратик к Нептуну. Но вот эта последняя оппозиция будет действовать до 10 числа. 10 уже распадается, завершается. Первая вот эта оппозиция Солнце-Марс очень сложная. Мы уже с вами ее ощущали в конце августа, в сентябре. Вот эта энергия приводит человека к спорам, которые каждый человек пытается решить с помощью силы вот эти споры. И этот аспект может указывать, кстати, на опасность взрывов и пожаров, и за пренебрежение техникой безопасности. Это предупреждение. Будьте внимательны как раз с техникой безопасности в этот период. Хотя она никогда не мешает, но это время очень опасно. Далее, оппозиция Солнце-Нептун. Это слишком бурное эмоциональное реагирование на происходящее вокруг. Ни в коем случае не вступайте в какие-то споры, заговоры, интриги. Это очень плохо закончится. И еще одна оппозиция Марс-Нептун. Это дает нам трудность в контролировании проявления своих эмоций. В этот период существует опасность эмоциональной перевозбудимости. Словно загорается человек от каких-то слов, поэтому будьте внимательны. Организм человека в это время подвержен, кстати, очень важно, тоже подсказка, отравлениям, в том числе лекарственным. Если незнакомое лекарство, не используйте. Возможны в этот период ожоги от горячих и едких жидкостей, инфекции желчного пузыря. Видите, очень сложный период. Вот эти все энергии, полнолуние, а также оппозиции Солнце-Марс, Солнце-Нептун, Марс-Нептун, все эти энергии создают сильное напряжение. Просто сносит крышу. Куда-то бежишь, с кем-то споришь, что-то доказывает. Лучше в этот период провести в спокойствии в доме, на даче, наедине с природой. И, пожалуйста, избегайте массового скопления людей и споров в семье. Вам же будет лучше от этого. А теперь более подробно рассмотрим этот наш следующий гороскоп. И здесь я хочу обратить внимание, что 10 у нас будет очень интересный день из всех дней, когда более-менее будет спокойно. Это 10. Венера в Козероге. Спокойствие и устойчивость. Козерог – это холод, это спокойствие, поэтому у нас будет одно важное дело, которое мы можем запланировать на это число, и сейчас мы об этом будем говорить. Итак, печка у нас нормально 7-8, зато дым, смотрите внимательно, 9, 10 и 11. Что касается стрижки волос, чтобы не повторяться, стрижки ногтей, покраски волос, то вот этот момент все дни, видите, нет, красным выделяю, потому что это и сожженный путь полнолуния. Не срезайте себе энергию, не зачищайте вот эти потоки. Все энергии, которые собирались, должны пойти на пользу организма. Перенесите, можно сделать, это будет чуть позже, и мы будем в следующих гороскопах об этом говорить. А вот мыть волосы 7 и 8 очень даже удачно и хорошо. Но уже в знаке Рак 9, 10 и 11 не моем волосы. Баня-сауна – очень сложный период, опасно для здоровья. Кроме вот этого дня, 10, я вам говорила, что мы обратим внимание, Венера в Козероге,
спокойствие и устойчивость. Можно идти в сауну, будет все нормально с сердечком и сердечно-сосудистой системой. Но это только один день, 11 уже нельзя. Тем более тут уже идет наложение энергии льва идут. Далее уход за кожей в знаке Близнецы. Ничего хорошего от этого не будет. Зато можно использовать пятницу, субботу и воскресенье, то есть 9, 10, 11. Вот эти питательные маски используйте. Очистка кожи. Вот у нас этот период начинается, и этот период начинается 9 вечером. Вот первое мероприятие по очистке кожи делайте 9. И далее у нас на убывающей луне вот этот весь период мы будем об этом все время напоминать. Очищение организма не проводим, очень сложный период. Единственное, что можно вот 11 числа вот эту работу провести со своим организмом. Рукоделие не подходит на этот период, никаких дел не планируйте. Для теста вот полнолуние здесь нужно будет 2 дня, 7-8 добавлять жидкость, потому что или же уменьшать количество муки. Очень быстро подсыхает тесто. Зато уже 9, 10 и 11 у нас тесто плывет, ведет, поэтому здесь тоже, здесь наоборот нужно больше муки добавлять. Так что следите за этими подсказками. Стирку можно такое вот не грязное белье, чтобы аромат только был 7, 8, а вот очень хорошо постирается 9, 10, 11, как раз с пятницы, суббота, воскресенье. Прекрасное время для стирки. И, кстати, текущая уборка тоже проводится, но вот качественная уборка будет у нас именно 9, 10, 11. Для ремонта и для проветривания вещей хороши 7, 8. Зато 9, 10 и 11 ни ремонт, ни проветривание вещей не делайте. Очень сложный период в это время и для организма. Ну и вещи набирают влагу. А сейчас чуть больше времени уделим нашему здоровью. На что нужно обратить? В дни нахождения Луны в знаке Близнецы уязвимы легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, вегетативная нервная и дыхательная системы. Напоминаю, что 7 и 8 декабря это время полнолуния и сожженного пути полнолуния, и это время близнецов. И в это время желательно вообще не проводить никакие операции. Но в близнецах, напоминаю, нельзя проводить операции на грудной клетке, на дыхательных путях, на легких, на бронхах, на трахее и языке. Будьте внимательны, не допускайте переохлаждения, так как есть вероятность заболевания простудными заболеваниями. Наблюдается обострение астмы в это время, ларингиты, пневмонии, плевриты, заболевания активируется щитовидная и вилочковый желез. А теперь рассмотрим 9, 10 и 12, когда Луна будет находиться в знаке Рак. Еще ощущается 9 сложный период стрессовый с сожженного пути полнолуния, ну а затем чуть-чуть легче пойдет. Что в это время уязвимо? В раке уязвимы грудная клетка, печень, желчный пузырь, желудок, 12-перстная кишка, поджелудочная железа, пищевод, нервная, пищеварительная системы. В этот период обостряются астмы, снова же простуды, беспокоит ларингит, пневмония, заболевания щитовидной, вилочковой желез и особенно беспокоит ревматизм. При Луне в знаке Рак нельзя проводить операции на органах дыхания, на грудной области, на желудке, на печени, на пищеводе, на поджелудочной железе и внутренних репродуктивных органах. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Впереди нас ожидает очень сложное стрессовое время, полнолуние, сожженный путь полнолуния, напряженные энергии различных противостояний планет на небе. Поэтому будьте внимательны в это время, проведите в мире, в покое. Желаем вам здравия, мира, тепла, уюта в ваших домах. Ну а этот выпуск, как всегда, подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Прощаемся всего-навсего до следующего выпуска.
Пока-пока.